Я пока что ничего не знаю, но я ожидаю чего-то очень классного. Мне кажется, что мне здесь очень сильно понравится. Я знаю, что это третья столица мира. Мира? Ну, нормально, кстати. Я знаю, что здесь живут татары. И я знаю про Чак-Чак. В двух частях этого фильма будут красоты Казани и ее окрестностей, скандалы, интриги, расследования, столько драк, крови и вот этого вот всего. тур по барам с французами, настоечки, будет боль казанских предпринимателей. Не хочется онлайн кассу покупать, но... Я такой один, и такая огромная налоговая передо мной. Морской глаз и Америка. Тебе не нравится? Валите в Америку, да? Вот. Как всегда, будет много котиков. Ну айда, башлыбас. Я люблю Волгу. Не знаю почему, но именно она вызывает у меня теплые родные ощущения. Мне нравится эта природа, спокойные зеленые виды центральной России с ее смешанными лесами, холмами, берегами и запахом сухой луговой травы. Знакомые до боли крутые склоны волжских изгибов, как картинка из детства, как эталон русской природы. Ну да, не только русской. Волга широка и глубока, как душа любого волжанина, и народы, веками цветущие на ее берегах, покорны и благодарны ее тихому величию. В Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Волгограде река Волга является главным героем. Ее бриз разлетается по уютным улицам, берущих свое начало от набережных Великой реки. Города и особенно люди, выросшие на Волге, они чувствуются какими-то другими. Şuşa avulda tutup, Şuşa avulda üstüm, Şuşa avulda yaşadım. 37 yıl boyu Yaslida bağlar bilen kaynap, 37 yıl işlep, şundan pensiyaga çıktım. Elhamdülillah bana kürsüde uğlarım tıra, kelinlerim, bağlar, dişanlığım baranda. Şular bilen kaynap yaşayıp yatam. Говорят, вода обладает памятью. Если так, то Волга несет в себе историю от древних скифов до волжских водохранилищ трагичного Сталинграда. Река Волга самая полноводная в Европе. На ней стоят более 60 городов, в том числе 4 города-миллионника. В душе русского человека река всегда откликается как матушка Волга, а татары называют ее матерью всех рек. Волга как жемчужный браслет, как семейная реликвия матушки России. Я проснусь ближе к ночи города. Пульс, как мой неровный почерк, бьется. И в частности, между прочим, льется гармония огней и музыки, луны и солнца. Город проснется. Из века в век передается течением по Волге, по реке. Стены Кремля помнят войны. Историю Сююмбике прошло уже, зажили былые раны. Неповторимый облик, словно из камня высечен моей родной Казани тысяч. Историк высчитал, только года не в счет. Казань с годами молодеет и цветет, звезда не гаснет, над ней года не властны. Казань неиссякаемый источник страсти. Мерцает звезда
знаю почему, но в Казани вот чупырки очень популярны. Чупырка же, да, что в народе называют? Такая, видимо, пацанская тачка, да? А у тебя не пацанская, Kia какая-то попсовая. Я до этого ездил на Нексе 7 лет. Это была максимально пацанская тачка, потому что я ее закатал в крышу в черный цвет и фары сделал черным. У меня еще стоял колхозный ксенон. А потом, когда я переехал из Уфы в Казань, мне гаишники, мне кажется, месяца 3 предъявляли за то, что убери колхозный ксенон, или мы тебя штрафуем. Клевый самолет поставили возле здания Казанского авиационного института. На самом деле это уникальный же самолет. Таких же самолетов вообще всего было построено 16. Это еще в середине 70-х была разработана идея по сверхзвуковым полетам пассажирским. И Советский Союз, и Франция с Британией строили два самолета-конкурента, Ту-144 и Конкорд. К сожалению, вот судьба российской программы, она немножко была трагична, потому что после катастрофы в Ле-Бурже и не очень удачных полетов и отсутствия инструктуры в Советском Союзе, производство этих самолетов свернули, и они не пошли в жизнь. Подошел поближе снять. Очень эффектно, конечно, выглядит, очень монументально. Так забавно, что в свою юность, лет 18, я занимался музыкой и вот выступал здесь, вот здесь была сцена. Вот, а теперь здесь такой классный самолетик стоит. Прикольно, что даже вот в таких простых городских вещах, как надземный переход, есть такие вот татарские элементы. Знаете, Казань не может не восхищать тем, что она меняется очень быстро. В других городах, в которые я возвращаюсь довольно часто, я не вижу такого темпа. Приезжая сюда даже раз в полгода, например, ты уже многие места буквально не узнаешь. Одно время в сети гуляла статья, что ПФР строит себе самые пафосные, самые такие вот мощные здания. Не знаю, как сейчас, но раньше это здание принадлежало Пенсионному фонду России. А вот это синенькое здание, это группа компаний ТАИФ, которая контролирует большую часть нефтевой добычи и химической промышленности. И принадлежит она напрямую сыну бывшего президента Митимера Шаймиева. Как бы прикольненько. В общем, чуваки не стесняются даже. Привет! Сразу сходу. Зачем ты здесь, расскажи. Я приехал в рамках шоу «Куда я попал». Классно, что я об этом говорю в середине видео. Это будет не самый лучший твой ракурс, не самый рабочий, но тут сверху лампочка. Я тебя обрадую, любой мой ракурс нерабочий. Я не хотел тебя обижать. Если что, просто мне нужно... Хуже природы меня уже не обидит. Растет количество заведений, количество мест, где можно интересно поесть, неинтересно поесть, выпить каких-то сумасшедших коктейлей. Ну, то есть то, что было в Питере, предположим, лет 5-7 назад. И сейчас это просто движется и разрастается. Наша родная татарская карбонара, она прекрасна. Всем рекомендую. Green Dog на улице Бутлера. Я люблю ходить по Казани, к сожалению, это мне не так часто дается, потому что я постоянно за рулем, постоянно я куда-то кого-то везу, что-то делаю. Когда же ты идешь пешком, ты смотришь на крыши, ты смотришь на здания, и ты думаешь, блин, ни хрена себе, это Казань? Да, стильная Казань. Дамир со мной согласился о том, что типа, блин, Казань так отстроили, так все благоустроили, что просто вот, как настоящий маргинал негде сесть и пивка попить на улице. Может быть, это самый лучший способ отрезвить Россию. Сделайте ее красивой. Сейчас мы подходим к легендарнейшему месту, где было выпито миллионы литров алкоголя. Кто только не был в 2007-2010 годах здесь. Мы бухали как могли на пределе наших возможностей, наших почек, печени и вот этого вот всего. Памятник Мулануру Вахитову. Уютная, тихая, мирная. Столько драк, крови и вот этого вот всего она повидала. Но сейчас 2019 и не поверите, я был буквально, наверное, месяца 2 здесь назад наверху. И там пили люди. Я смотрел на них, и у меня прям на душе тепло было. Такая добрая слеза прошла. Да. Люди блюдут традиции муланурки, что обязательно, если ты сюда приходишь, надо бухнуть.
Казани начало появляться очень-очень много интересных мест. То есть, если, допустим, вчера шел и здесь ничего не было, сегодня ты можешь там идти, и там отстроили какое-нибудь заведение, и там будет, ну, там может быть ментовка, может быть суд, а может быть там какой-нибудь ресторан. И постоянно что-то новое, что-то, какая-то движуха появляется, что круто. Такого в других городах России, конечно, я не был в Якутии и в Новосибирске, что меня очень интересует, потому что я бы там хотел с удовольствием побывать, еще эту хуйню какую-то несу, блядь, зачем я это говорю вообще? Нахуй это все. Андрей, блядь, давай сопьемся лучше, нахер. Торговый центр «Кольцо», который отстроили в нулевых. Никому не понятно, зачем его сделали настолько отвратительным и ублюдским, но сейчас его собираются снести и полностью переделать. В интернете есть несколько проектов, но они все... Я видел картинки, да. Они все убогие. Если среди вас есть дизайнеры, которые любят рисовать торговые центры, может быть, вы предложите, может быть, это будет прям хороший вариант, который они выберут. Мы на улице Петербургской находимся, я ее еще днем покажу в свете, чтобы все было видно. Короче, ее построил Санкт-Петербург в подарок городу Казани на тысячелетие города Казани. И это очень красивая такая улица получилась, посередине как будто бы такая Нева, и через нее мостики, в общем, здорово. И там дальше есть памятный камень в знак дружбы людей Казани и Петербурга, хотел сказать, в знак дружбы народов Казани и Петербурга. Находимся в Старо-Татарской Слободе, но вот именно вот эта часть, что-то совершенно не похожее на татарскую архитектуру. Тибетейки нет на Пикачу. Непорядок. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом управляющую компанию, которая не хочет снимать эти снежинки. Ребята, вы молодцы. Праздник в душе круглый год. Ребят, смотрите, это Элеш, и наряду с чпучмаком это самое вкусное, что есть в татарской кухне. Я ем это просто целыми днями, с утра до ночи. Я, наверное, себе испорчу желудок, но татарская выпечка — это восхитительно. Боже, как это приятно. Просто вот гуляя по вечерней Казани, вот смотришь просто на землю, и ни одной бумажечки, ни одного окурочка, вообще ни одной пылинки. Жетончики покупать, что просто Paywave, PayPass картой прикладываешь и проходишь просто. Отдельного внимания заслуживает казанское метро, конечно же, потому что это единственное метро на территории России, на территории СНГ, бывшего Советского Союза, которое самостоятельно открыло свое метро уже после развала Советского Союза. Ну, если сравнивать казанское метро с метро других городов, то оно, конечно, очень сильно отличается. Здесь очень много национального колорита, очень много отсылочек к истории. Это очень здорово, потому что как бы и полезно, и красиво. Ты можешь туда ехать и заодно что-то узнать про историю, про культуру. И еще что прикольно, здесь все дублируется на 3 языках, на русском, татарском и английском. И в самом вагоне метро тоже объявляется на 3 языках. Из своего окна я вижу город, в нем сотни людей и мнений, и в их глазах отражений, взлетов и поражений, приводов заявлений, бег, суета, движение, часто за своей тенью. Пусть кто-то видит море здесь, а кто-то видит горе, Все мы просто драм-луп, стоящий на повторе. Как не повторить истории, мы пытаемся, ведь придет время покаяться. Убивайся, как тебе нравится, окна моются, окна ставятся. Говорят, все уедут, нет разницы, да пусть кто-нибудь, но останется, ведь лишь в тонком месте ломается.
поднимается стопкой корк, хлеб на скатерти. И лишь ангелы улыбаются с фунта 9 на 12. На море с 10 я собрался, да только время 4:20. За окнами туман, моя тень над землей. Мы не ищем войны, здесь все ищут покой. Мои люди со мной, мои боги со мной. Не плачь, мама, твои дети вернутся домой. Твои дети вернутся домой. Твои дети вернутся домой. Твои дети вернутся домой. Не плачь, мама, твои дети вернутся домой. Ребята, что я хотел сказать, особенно после моего последнего фильма из Крыма, из Севастополя, где мне люди писали в комментариях, что Севастополь такой великий город, и ты ходил там по барам. Ребята, вы должны понять, что барная культура это тоже культура города. Влюбился? When you're going to drink vodka in France, you're going to drink something we will taste as antiseptic solution. Like it's not good, and the day after you will be hungover and your head will be hurting a lot. So it's not good. In Russia, you can drink half of a liter of vodka, and the day after you will be like, okay, I just drank yesterday. I don't remember a lot, but I'm still okay. Like I'm healthy. Короче, нашли здесь в крутом баре «Соль» татарский шот, который состоит из бугульмы, сиропа и кваса. Ну, бугульма — это такой татарский ответ Германии и гермейстеру. И тебе она прогревает, ты ощущаешь всю тепло Татарстана, когда ты ее пьешь. За здоровье! За здоровье! За здоровье! Oh, it's very good. Like Jägermeister. No, it's better than Jägermeister. Yeah, better, but more sweet. Tatar shot? Tatar? Yes. Оказывается, Тимур сидит в очень богохульной футболке. Я купил ее в Италии на распродаже в Симпле за 2 евро. Вот сейчас ты делаешь больно. Я купил в Италии, вот это все. Короче, у нас тут внезапно француз превратился в Иисуса. Очень хорошо, что мы начали с бара «Соль», потому что, наверное, «Соль» — это, по моему мнению, конечно же, первый бар, который начал прививать хорошую барную культуру в Казани, куда стали ходить интересные люди, ходить пообщаться, где стали проводить хорошие мероприятия. Ребятам из Франции тоже понравился, все было здорово, мы двигаемся дальше. Меня же все засмеют на YouTube за мой английский. Да ладно. Мы пустим дисклеймер, что Тимур не идеален, к сожалению. Тогда я предлагаю согреться в эту ужасную погоду шотиками, пока вы раздеваетесь. Вот это прием, да? И дальше нас ждет экскурсия. Cheers! Мы попали в коммунальную квартиру. У нас здесь нет ни барменов, ни официантов, ни поваров. Здесь только одна радушная семья, которая собралась со всех уголков нашей большой страны. Это Урал, Сибирь, Алтайский край, и также столица нашей страны. Тут я вам ни капельки не вру, у нас даже есть наша семейная фото и фото наших ближайших родственников, друзья мои. И если вы спросите, друзья, с какой целью собралась вся эта большая семья, я вам отвечу, чтобы колонизировать русскую барную классику миллион других культур. Этот холодильник всегда был один на всех, Москва-Зил. Не удивляйтесь, что он еще работает. Черт возьми, он единственный, кто здесь работает. Пиво, водочка, настоечки, игристые, огурчики. Это наша раритетная стена со всякими штучками, дрючками постсоветского пространства. И если у вас таковые имеются, что навряд ли вы можете принести их сюда и обменять на коктейль, на еду, там, как договоримся. Вот эти книжки, капец, это же просто такой ретро-вейв из детства, когда мы у старших классов покупали эту книжку, когда еще не было Авито. Это ванная комната, она же а-ля курилка. Да ладно, это же ванна настоящая. Фига. Прямо как настоящие коммуналки, ребят. Просто я из Питера, мы каждые выходные так проводим, реально. Мы пьем, у нас столько зрителей.
Вот что значит любовь. Влюбился, что ли? Влюбился? Встречают не по одежке, а как близкого родственника. И, конечно же, мы вас накормим, напоим, почти спать уложим. До дома точно проводим, если вы будете не а-ля карт. Но дней а-ля карт нам не приходите, потому что в гости ждем вас на свежем уму и при памяти, конечно же. Всех люблю, целую. Приходите. Супер, класс. С девчонками, ну, мне кажется, это типичная ситуация, в принципе, для России. Мне кажется, еще живем где-то в таком... Когда девочки узнавают, что... Упал железный занавес, приехали иностранцы в Россию, вот. Мы же их простим. Да мы такие же. Заведение «Волна». Очень много людей. Видим сразу же. Главное, что она называется рюмочная. Ryumochnaya. Yeah. This is really good. I think so. Like short bar, if I Yes, follow. you know. How are you feeling? Yeah, I'm good. The vodka was good. What about you? Я прям свежачок. Свежачок пока, да? Я очень много слышал о джем-баре. Очень много моих знакомых его хвалят. Ты там ни разу не был? Я ни разу там не был, я не знаю, в чем его прикол. Ребят, фотосъемочку, пожалуйста, рюкзачок сразу сложите. Почему? Мы снимаем тур по барам сегодня. Были уже в 4 местах и хотели ваше место засветить. По предварительному согласованию. Да ну нафиг, вы что, серьезно? Так, парни, ну вы если не хотите, не хотите. О, если да нет, конечно, нет, вы что. Короче, хотели мы снять, 4-м нашим местом должен был быть джем-бар, легендарное место, о котором я уже говорил. Нам сказали, нет, без согласования с администрацией вы ничего снимать не сможете, и это, блядь, полный колхоз, если честно. И вот что об этом хотят сказать ребята из Франции. Сука, бред! А еще я нашел граффит из Чернобыльской АЭС. Be careful. Be careful, be careful, guys. Из буквы Ш. Буквы Ш. It's a lot of yeah. Things from mechanism. No. But the things from my child. What? Yeah. People are more friendly than Moscow because all people don't smile in the street and just walk and just don't speak with you. More people are more friendly in other city in Russia than Moscow. Но если ни знакомств, ни бабок, ни фарта, нет, чувак, иди работай в Макдональдс. Орехи это нормально. Не везде увидишь орехи, серьезно. Типа не нравится, валите в Америку, да? Вот. Фарт.